Да, я не против встретиться, но давай уже на следующей неделе. Это? Не, я не в Альпах. Это настоящее альпийское шале, но у нас здесь, в Подмосковье. Ну, как обычно, снимаем обзор дома. Да, вот заставил собственника попробовать налить воду в финскую купель. Сейчас тестируем. Подогрели воду, вообще кайф. Да, я тебе тоже говорил, становись блогером. Будешь не работать, а кайфовать. Лёш, хорош кайфовать, пойдем уже снимать. Все, меня зовут уже на съемке. Идем снимать обзор уже полноценный. Давай, пока-пока. До встречи. Друзья, всем привет! Это канал о недвижимости и строительстве ВДТ. Я Алексей Аверьянов. Сегодня вас ждет увлекательнейший обзор по этому интересному дому. Это совершенно новый дом, настоящее альпийское шале с полной отделкой, меблировкой, декором, как я люблю называть это, под тапочки. Этот дом насыщен множеством интересных деталей, по которым мы с вами обязательно пройдемся, потому что даже когда готовились к этому выпуску, экскурсия с собственником по этому дому с нашей командой заняла аж 3 часа. Наверное, это будет самый насыщенный выпуск. Постарались его сделать максимальными деталями, чтобы ничего не пропустить, так как вы любите. И к этому выпуску по просьбе одного из моих зрителей, который написал в комментарии, что было бы неплохо делиться информацией о всех предметах, марках, фабриках и так далее, которые мы освещаем в доме, вот по его просьбе выложим в конце ролика полный список, который можно будет найти по ссылке в описании. Еще я этот дом назвал винтажным. Почему? Узнаете сами. Ну что, готовы? Поехали! Настоящее альпийское шале. Видно все конструкционные элементы. Брус отечественный, финская купель. Очень много мебели из старого дерева. Вот ты здесь видишь, это старый подоконник кровати, были взяты при реставрации Кремля. Итак, краткие характеристики проекта. Мы с вами находимся в 12 километрах от Москвы. Площадь участка 15 соток. Площадь основного дома 521 квадратный метр. Площадь дополнительного строения 81 квадратный метр. В основном доме 4 спальни, одна гостевая на первом этаже, шикарная мастер-спальня со своим санузлом и будуаром на втором этаже и 2 симметричные детские с собственным выходом на балкон. Также в доме веранда с барбекю, кабинет, бельепровод, финская купель, календарь майя и даже стол, сделанный из подоконника резиденции посла Великобритании. Очень много деталей, сейчас все увидите. Так, друзья, начинаем обзор с участка из фасада дома. Быстренько пробежимся, потому что зима и холодно. Основной въезд. Здесь автоматические ворота. Заезд можно поставить здесь 2 машины, плюс въезд в гараж. Основной вход, калитка там по центру, и мы обязательно к нему еще вернемся. По периметру выполнен капитальный забор. С передней частью все в стиле с основным домом. Уложена брусчатка, газончик. Летние фотографии вставим, обязательно все увидите. Здесь осталось некоторое количество лесных деревьев. Это в основном сосны и одна береза. В принципе, поселок находится в лесу, но здесь была такая опушка. При строительстве дома все удалось сохранить деревья, поэтому площадку выбирали именно так, чтобы ни одно дерево не пострадало. Вообще, в принципе, участок с лесными деревьями – это, конечно, одно из преимуществ данного поселка. Так, аккуратно идем, ребят. Вы коньки надели, нет? Лыжи? Не, лыжи здесь не помогут. Так, сейчас отойдем в уголочек участка, я вам покажу интересное, я бы назвал его лобное место. По центру установлено кострище. Вот такая вот чаша для дров. Крышка снимается, она специально защищает от осадков. Вот, кладутся дрова, и можно здесь сидеть, проводить приятно вечер, обсуждать какие-то там свои семейные вопросы, ну или с гостями сидеть. Вот, интересно, на фотографиях вот это было без дров, и я даже не мог подумать, что это интересные такие дровницы. Сделаны из фибробетона. Фирма Конкретика. Каждая такая штука весит по 45 килограмм. Стулья, я даже сказал бы такие скамьи, 6 штук, расставлены по периметру. Наверное, весит еще больше. Тоже фибробетон плюс основание из лиственницы. То есть для круглогодичного использования на улице можно даже их ничем не накрывать, ничего им не будет. Ну, здесь не предполагается ничего готовить, чисто вот такие посиделки, потому что вся основная готовка, она будет на веранде, мы это обязательно еще увидим. С этой точки лучше всего видно сам дом, поэтому у нас рубрика «Умники и умницы». Можно обратить внимание, что здесь не очень большой уклон кровли.
Это одна из основных отличительных черт стиля шале. Вообще шале это в переводе означает приют пастуха. Это небольшие домики были, в которых оставались жить пастухи, когда на все лето уводили в Альпах пасти скот. Постепенно такие дома стали строить и в альпийских деревнях, и вот отсюда и родился этот стиль. Самое интересное, что вот такая форма кровли, она максимально удерживает снега, который является зимой дополнительным утеплителем. И можно видеть иногда вот аж вот такие шапки снега на домах в Альпах. Еще отличительная особенность — это большие свесы кровли, которые задают стилевое решение этих домов. Вообще такие дома в стиле шале в очень популярных районах Альп стоят там и 3, и 5, и 10, даже десятки миллионов долларов. В основном классические шале строят из природных материалов, это камень и дерево. Но в последнее время стала тенденция, и так немножко этот стиль осовременили. Мы даже снимали один из таких домов в горках Шестых, и это назвал как раз стиль современного шале. То есть когда людям нравится этот стиль, но хочется чего-то современного. Но классические шале, где вот эта видовая стропильная система, которая сделана там полностью из дерева, или там первый этаж из камня, а второй из дерева, они также остаются в приоритете, как такая неустаревающая классика, и это именно такой дом. Так, друзья, теперь немножко про конструктив самого дома. Выполнен ленточный фундамент, ленту лили прямо зимой. Для этого вокруг всего фундамента сделали тепляк, который в течение 30 дней обогревали пушками, то есть чтобы там была плюсовая температура и дополнительное еще увлажнение, чтобы бетон быстро не схватывался, не засыхал. В принципе, это, конечно, сильное удорожание, да, и часто возникает вопрос, а стоит ли строить зимой? По технологии строить можно, но это просто выливается в дополнительные затраты, потому что создание этого тепляка, энергия на отопление и так далее, и так далее. Но иногда время — это деньги, гораздо большие деньги. Так, сам дом выполнен из премиального клееного бруса компании Holzhaus. Это российское производство, так что брус отечественный. Вот. Но это именно премиальное. Посмотрите, раз, два, три, четыре, 5 ламелей. Диаметр бруса 250 на 250. То есть дом очень теплый, хороший. Вот. Ну и само качество бруса тоже, потому что он является как фасадным, получается, материалом, так еще и материалом внутренней отделки стен. Окна деревянные, сделанные из массива дерева. Компания Holcim, белорусское производство. Кстати, в Беларуси очень много производят окон, и у них очень хорошие стандарты качества, потому что они производят и на Европу поставляют, в том числе и на Россию. Вот, так что у нас даже тоже поставщики из Белоруссии были. Толстый профиль для энергоэффективности 94 мм при стандарте 78, между прочим. То есть все сделано с запасом. Плюс заменена еще фурнитура, то есть выкинута вся заводская фурнитура, и взяли фурнитуру итальянской компании Fimit, вот, которая в принципе по всему дому здесь используется. Кровля выполнена из натуральной черепицы Брас. Вообще здесь очень много именно акцентов на применение натуральных материалов. И посмотрите, как сделаны водоотведения при таком свесе кровли. А здесь, я не знаю, сколько, 2 метра, наверное. Очень сложно спрятать водосточные трубы. И здесь практически максимально это удалось сделать, прижать их к фасаду, вывести здесь. И вот даже вот такие вот элементы, чтобы отвести с террасы воду, зашили, чтобы их было не видно. Вообще продумать так фасад, чтобы эти трубы его не портили, это большая работа архитектора. Ну что, двигаемся дальше. Так, друзья, в этом углу участка установлена финская купель. Интересный агрегат, мы еще раньше такого не встречали. Туда подается вода, она на... Ну, все примерзло. Ну-ка, ну-ка, получится. Так, можно заглянуть. Ну, на 6-8 человек она вполне рассчитана. Вот, то есть можно использовать ее круглогодично. Здесь есть печка из огнеупорного металла, соответственно, дровницы тоже. Подкидываешь все это за 2-2,5 часа, 1300 объем литров воды. Все это нагревается. И представляете, зимой залез в теплую воду, сидишь на фоне альпийской шале, вокруг снег. Представляешь, что ты реально в Альпах находишься. Очень круто. Еще травки какие-нибудь можно туда заварить. Вот. Сама чаша композитная, не вызывает аллергии, долго сохраняет тепло. Очень приятная на ощупь, то есть можно голым телом на нее садиться. И она еще очень устойчивая в плане каких-то там трещин и так далее. То есть прям, ну, такая вещь тоже на века. Снаружи это все отделано термососной, то есть тоже решение как бы на долгие-долгие годы эксплуатации.
Вот. Вообще вся эта история стоит примерно 500 000 рублей, когда ее покупали. Сейчас надо актуализировать эту цену. По удивительному стечению обстоятельств мы этот выпуск снимаем в крещенские морозы. Правда, как бы это крещение не такое морозное, как обычно. Вот. Обычно в этот день, 19 января, купаются в проруби, но не все готовы моржевать. Вот. Поэтому купель можно использовать как метод приобщения, да, к этому. То есть можно сначала подогреть ее посильнее, потом послабее, да, ну и в какой-то момент, собственно, на 19 число и сделать ее абсолютно холодной и наконец-то привыкнуть к холодной воде. В комплектации купели есть вот такая приставная лесенка, LED световая лента для хромотерапии, система аэромассажа, полки-подстаканники, чтобы там бокальчики поставить, ну и вот такая термокрышка. Кстати, не путайте эту купель с традиционной японской бочкой Фурако, потому что она очень похожа по концепции. Вот, разница только в том, что японский вариант, он полностью деревянный со всех сторон. Ну что, двигаемся дальше. С задней стороны фасада у нас выход с веранды. Там же зона барбекю, мы ее обязательно увидим. И наверху балкон, куда выходят две детские. Тоже его посмотрим. А сейчас обойдем дом с этой стороны. Цоколь, кстати, отделан натуральным камнем. Так, ребят, у нас здесь немножко не приготовлено, не сняты чехлы. Давайте я сейчас быстренько это сделаю, чтобы показать вам всю мебель. Так, ну все, теперь можно представить, как это должно выглядеть. Вот, защитные чехлы все равно сделаны, хотя вся эта мебель находится под крышей. Вот, интересное вот такое кресло-качалка. Ой, ой, какой кайф, а! Вообще можно наслаждаться здесь. Вот, два таких кресла, плюс еще небольшой такой кофейный журнальный столик. Вот, вообще это терраса при выходе из кабинета. Мы кабинет еще тоже обязательно увидим. Вот, я у себя на доме тоже такое делаю, но у меня я пошел дальше, сделаю полностью панорамное остекление и раздвижные портальные двери, чтобы можно было соединить пространство кабинета с террасой. Вот, очень уютный уголок. Вот здесь вот такие, получается, вырезанные из металла панели. По ним можно пустить виноград, чтобы это вообще было абсолютно интимное место, закрыться полностью от соседа. Высадили здесь туи, тоже они еще немножко там подрастут. Вот. То есть, в принципе, идея такая, что как бы при кабинете дополнительная вот такая зона, где можно, например, провести переговоры. Вот. Также можно отсюда выйти на участок. Очень, кстати, удобно. За этой дверью находится котельня, мы ее тоже обязательно посмотрим. Ну что, пойдемте к главному входу. Так, вот оно, главное крыльцо у входа. Соответственно, через калитку вошли или прошли оттуда с стороны стоянки. Всего 2 ступени с этой стороны. И то, что очень редко встречается в домах, это пандус, то есть безбарьерный въезд на участок. Очень удобно, кстати, для детских колясок. Вот вы там погуляли, например, приехали, здесь уже ребенка под крышей что-то там раздели. Вот, коляску прям можно здесь оставить и зашли. А также очень полезно для маломобильных граждан. Ну и, собственно, сам вход за массивной дверью, но с элементами и стеклянными вставками. То есть что-то там оттуда просматривается. Ребят, прошу. Так мы попадаем в дом через основной вход. И здесь у нас находится небольшая прихожая с открытой гардеробной комнатой. С этой стороны большое зеркало, такая композиция из скамеечки, небольшие приставные столики, очень удобно что-то положить. И очень просторная, хорошая гардеробная. Выполнена из состаренного дерева. Вообще, собственник очень хотел, чтобы дом получился такой брутальный, якобы с историей, но при этом новый и на основе новых современных технологий. Поэтому очень много в этом доме мебели, которая сделана из старого дерева. Берется старое дерево, настоящее, которое где-то использовалось, откуда-то было снято, обжигается вручную. Дальше это все шлифуется и покрывается маслом. После установки этого шкафа он еще примерно где-то около месяца пах горелым деревом. Вот, ну сейчас уже не пахнет, все хорошо. Соответственно, здесь есть какая-то часть закрытого хранения и какая-то часть открытого. Интересно ваше мнение, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, насколько это допустимо в прихожей, которая не отделена отдельным каким-то ограждением или дверью. Вся фурнитура американская, собственнику хотелось придать какой-то брутальности. Очень все такое аутентичное, приятно, тактильно, в общем, все как надо.
Действительно, можно много всего разместить в этой гардеробной. Плюс есть место, чтобы спокойно сесть на пуфики. Пока что поставили эти пуфики. На самом деле заказаны в итальянской компании Riva 1920. Очень интересные кресла из массива дерева с выпиленными сидушками. Называется модель Маури. Мне кажется, что сюда это очень сильно и хорошо подойдет. Так, при входе есть кнопка «Выключить все», точнее выключить весь свет. Да? Я вот ее неправильно называю, потому что есть разного типа кнопки. Это именно которая выключает весь свет в доме. Вот. Очень удобно, при выходе выключил и все, и не надо бегать по всем комнатам все выключать. Здесь же панель управления системой охранной пожарной сигнализации. Так, здесь еще вот у нас крючочки. Это для такой одежды, если, например, быстренько забежал в дом, сюда повесил, что-то сделал, снял опять и ушел. И вот сюда еще собственник планирует поставить держатель для зонтов. Тоже, кстати, актуально. Здесь находится кабинет, гостевая спальня, гостевой санузел. Мы обязательно везде попадем, потому что мне сейчас не терпится отправиться в самое сердце дома. Это гостиная. И здесь я вам хочу рассказать, в принципе, об основной концепции дома, именно этого классического шале. Посмотрите на эту высоту потолков. Это 4 метра. И вот эти огромные балки. Классическое шале – это когда видно все конструкционные элементы, вот эти несущие балки, или, например, элементы стропильной системы. Это мы очень хорошо увидим на втором этаже. И в этом случае их не скрывают. Здесь нет никаких фальш-балок, то есть все они используются как именно несущие элементы. И это как раз очень сложно, потому что тебе нужны конструкционные элементы, чтобы выглядели красиво, с точки зрения их поверхности, с точки зрения их расположения, вот, но при этом выполняли свою основную функцию, то есть несущие способности дома. И в этом доме, конечно, очень хорошо заморочились насчет этого. Месяц архитектор провела в Австрии для того, чтобы изучить детально, как действительно строятся настоящие такие трушные шале. Вот. И в результате родился этот проект, очень непростой, но при этом в который заходишь и все в нем гармонично. Обратите внимание на эту симметрию с перерубами. На самом деле у дома несимметричная нагрузка, да, и если бы просто проектировать, исходя из оптимума, то есть так, чтобы было затрачено как можно меньше там, древесины, например, да, то перерубы были бы в разных местах и не было бы такой классной и гармоничной картинки. Вы когда зайдете, об этом даже не подумаете. Вот, например, давайте на вот этой арке посмотрим. Здесь одна из стен, не обязательно, чтобы был переруб, но для того, чтобы появилась такая арка и такая гармония, его добавили дополнительно. И действительно, ты идешь, и тебе кажется, что это все так и должно быть. Но на самом деле это очень четкий просчет архитекторов и вот этот педантизм заказчика, который добился такой симметрии в доме. Вот. Я не говорю про качество самого бруса, мы про это уже сказали снаружи, но все равно посмотрите, он же является еще и финишной отделкой стен. Вот это как раз высота, да, 250 миллиметров, серьезные большие плашки, дорогого стоит. А что касается балок, например, вообще стандартные используются балки в таких домах, это 100 на 150, то есть совсем небольшие. Здесь балки 360 на 360, а самая большая в сечении аж 500 миллиметров. Вот. И весит она 780 килограмм, и длина ее 12 метров. Это для того, чтобы сделать как раз вот здесь вот полный простор и не добавлять дополнительные колонны. Это просто невероятно. На самом деле построить такой дом — это целая наука, и недаром говорят, что деревянные дома действительно одни из самых сложных с точки зрения вот именно конструкции, если все делать по уму. Что еще хочется сказать, что как раз когда у тебя вот эти конструкционные элементы являются еще частью дизайна интерьера, то они должны выглядеть хорошо и еще и нести нагрузку. И здесь, конечно, это все выглядит очень монументально. И этот дом, будьте уверены, построен по всем основным канонам настоящего альпийского шале. Итак, теперь про саму гостиную. Она совмещена со столовой и кухонной зоной. Общая площадь 66 квадратных метров. Камин. Рядом с ним очень интересная держательница для поленьев. Вот, смотрите, она сделана из кожи. Она же является еще и переноской для дров. То есть вот так вот можно ее снять. Вот это все снимаем, нагрузили дрова и пошли. Все. Принесли, поставили это все. И все, вот у тебя такая вот интересная дровница.
Можно и не использовать, в раскрытом состоянии сюда поместится гораздо больше. Вот. Или вот так вот, чтобы, например, дрова на себя какое-то внимание визуальное не забирали. Интересный подиум тоже из состаренного дерева. По всему дому много таких элементов. Такая вот полочка тоже. Вы должны понимать, что новое дерево вот так вот невозможно сделать. Это все реально дерево, которому там много-много лет. Телевизор над камином. Вот, может быть, немножко спорное решение, но как бы здесь с учетом его наклона достаточно удобно будет смотреть с дивана. С другой стороны, это дом для отдыха. Как раз здесь, наверное, будет больше зажигать камин, чем смотреть телевизор. Здесь выход на террасу. Мы его видели с той стороны. Вот. И собственник удобно придумал вот здесь вот под лестницей расположить дополнительный шкаф для одежды, потому что часто забывают, что иногда в зимнее время, например, выходят на улицу, да, и где здесь повесить одежду или идти туда в гардеробную, это неудобно, тогда уж и оттуда можно было бы выйти. Вот сделали такой шкаф, ну и плюс дополнительные какие-то полочки под лестницей. Сверху вот здесь вот интересный элемент, сразу обращу ваше внимание, это календарь майя. Существует в единственном экземпляре. Вообще, собственник, он владелец инженерно-строительной компании, думал, как бы сделать интересный подарок для особых там, своих клиентов, партнеров там, и так далее. И в результате сделали вот из 2D рисунка настоящего календаря майя 3D модель. Берется клееный щит из буковых досок, закладывается в ЧПУ станок, где различные сверла, соответственно, в течение недели работает этот станок и вырезает вот такой интересный орнамент разной глубины. В последующем это все покрывается маслом. Вот. Вообще кажется, что как будто бы это прям ручная работа. Таких экземпляров всего 8 штук, и это самый большой из них с диаметром 80 сантиметров. И обратите внимание на текстуру и как меняет цвет дерева в зависимости от угла, с которого ты на нее смотришь. Просто фантастика. Календарь майя состоит из 3 частей. Это длинный счет, это религиозный календарь и это гражданский календарь. То есть 3 составные части. Длинный счет показывает с момента с начала эпохи и эры майя. Религиозные, соответственно, в своих целях используются, а гражданский тот, которым пользуются обычные люди. Я специально залез и посмотрел и перевел сегодняшнюю дату выхода выпуска, а выходит он у нас 12 февраля 2023 года. И получается, по длинному счету выглядит дата так: 13.0.10.5.5. Что-то, мне кажется, такое айтишное, компьютерное. Вот. По второму календарю это 4 Чикчан, а по гражданскому календарю это 18 Паш. Ребята, запомните, пожалуйста. Так, друзья, здесь установлен очень интересный журнальный столик, тоже сделанный из массива старого дерева. Вот. И такого сечения, конечно, нет в России, это только за границей. Столик изготовлен немецкой компанией Frank Power. Слушайте, очень гладко обработан, можно языком провести и не будет занос. Пробовать, конечно, не буду, просто поверьте на слово. Давай попробуй. Нет, Тём, я тебе могу предоставить такой шанс. Вот, ну ладно, вот рукой я, видишь, двигаю, вот, все, никаких заносов вообще. Веришь, да? Все. Диван светлый, очень мягкий, плюшевый. Кстати, диван отечественный, вот, но при этом очень удобный. Прямо напротив камина телевизора, буквой «Г». Шикарно, очень удобно. Ну, конечно, стоит еще раз отметить высоту потолков, потому что в деревянном доме часто она бывает не очень высокой. Здесь, конечно, совершенно по-другому воспринимается пространство. Находиться вообще здесь, в этом помещении, очень удобно и комфортно. Это у нас столовая зона. Большой стол прямо напротив окна, выход на веранду рядышком. Вот, пока что здесь 6 стульев компании Bo Concept. Ну, можно еще поставить, сделать 9 посадочных мест. Стол от антиквара Тимоти Олтон из Великобритании. Длина его 2,5 метра. Можете подойти поближе, посмотреть, из чего он сделан. Вообще, Тимоти Олтон собирает антиквариат по всему миру, один из крупнейших антикваров. Вот, и делает вот тоже вот такие вещи из состаренного дерева. Я, насколько знаю, это дерево, вытащенное из старых доков. Да, то есть оно вообще какое-то время провело в воде. Составляется вот такая композиция. Естественно, она неровная, поэтому сверху накладывается стекло. Очень гармонично вписан этот стол вот в этот интересный брутальный интерьер. Друзья, вы знаете, что я люблю давать названия домам.
Иногда я их беру у архитекторов, авторов проекта, но этот дом я решил назвать винтажный. Вы видите, насколько собственник подошел к стилю интерьера, к соблюдению технологий, к подбору мебели. Вся мебель сделана из массива. Большая часть из этого массива — это старое дерево. То есть действительно такой эффект дома, в котором как будто бы уже жили. И собственник действительно хотел получить не какой-то модный новодел, а дом как будто бы с историей. И это, кстати, очень хорошая стратегия, потому что дом не старевает, он уже старый, да, но старый при этом со всеми современными технологиями и новый, ну, с точки зрения ощущения жильца, да, который здесь поселится. И деревянный дом, он живой организм, да, он может приводить к трещинам, и это случается даже с клееным брусом. Здесь, кстати, пока ни одной трещины нет, но если вдруг даже они появятся, то это вообще ничего страшного не будет, потому что они очень органично здесь будут смотреться. Так что стратегия вполне даже выигрышная. Еще хочу отметить стремление собственника к натуральным материалам. Да? Почему массив дерева? Не используется нигде ДСП, всякие МДФ панели там, и так далее, только в основном массив дерева. Даже пластика здесь практически нет, только в одном месте в котельной, ну, потому что там технологически по-другому нельзя. Все остальное — это либо металл, либо дерево, стекло, камень и так далее, и так далее. Все натуральные материалы. Друзья, интересное расположение домофона. На самом деле часто его вешают у входа, но это неправильно. Ты же у входа-то не находишься, да? Ты в основном находишься либо в гостиной, либо на кухне что-то делаешь. Если кто-то к тебе пришел, правильно ему открывать отсюда, а не бежать к входной двери. Вот. Поэтому, кстати, очень удобно, и возьмите себе на вооружение продумывать места расположения домофона там, где вы чаще и больше всего находитесь. Слушай, а никаких нет приложений прям в телефоне? Да, есть. Здесь тоже все установлено. То есть сейчас у собственника есть возможность через IP-домофонию открыть прям со своего там телефона. Вот. Но на самом деле это неудобно, потому что не всегда телефон с собой там, и не у всех членов семьи. Вот. Но в целом, да, вот локально ты что-то готовишь, раз подошел, открыл, увидел, здесь камера и так далее. Так что локальный домофон в любом случае нужен. Полотенчик надо еще повесить рядышком, чтобы руки утирать. Чтобы это пальцы, да? Ну да, когда готовишься, что-то делаешь. Ну ладно, придет уборщица, все уберет. Что ты волнуешься? Так, ну что, давайте обзор кухни делать. Друзья, значит, сама мебель отечественная, компания Рунзана, выбранная, потому что она специализируется на производстве фасадов из массива дерева. Вот можете посмотреть здесь вот на разрезе. Очень добротно, брутально, с вот таким вот металлом, металлические ручки, очень здорово. Большой остров, удобный, на нем нет ни раковины, ни варочной панели, но есть барная стойка, то есть здесь какая-то сервировочная поверхность. Вот. Пространство для готовки просто шикарное для хозяйки, для хозяина, кстати, почему бы и нет, меня постоянно поправляют. Чего ж ты говоришь про кухню, говоришь только хозяйка, а есть столько хозяев, которые любят готовить. Друзья, две раковины, такое тоже мало где встретится, да? Полноценные, большие, отлитые из акрила, каждая с большим полноценным смесителем, кстати, вот в формате такого гибкого шланга, еще можно что-то где-то промыть, очень удобно. Все это обратно вставляется, везде дозатор для мыла. И в каждой из раковин установлен измельчитель бытовых отходов. Кстати, друзья, недавно как раз воспользовался силой своей социальной активности и расспросил своих подписчиков, какие измельчители бытовых отходов они используют. Так что подписывайтесь обязательно на телеграм-канал, там очень много полезной информации. И этих комментариев, которых было, кстати, очень много, мне хватило для того, чтобы принять правильное решение. Какое, тоже увидите в телеграм-канале. Собственно, незаменимый прибор для того, чтобы в мусор не попадали пахнущие органические всякие вещи. Все сюда можно за редким исключением засунуть. Почистил картошку, все туда. Кости куриные, например, там перемалывает. Практически всю органику. Там. Не советуют только шелуху от лука, капусту иногда, вот эти вот всякие от манго косточки, твердые кости от говядины. Там, ну, есть ряд исключений, а все остальное идет сюда. Собственно, в сами мусорные ведра попадают только те вещи, которые не разлагаются, без запаха и так далее. Это очень-очень удобно. Здесь сделана система для раздельного сбора мусора. 2 ведра по 2 отсека в каждом. Соответственно, можно разные собирать. Но на самом деле, к сожалению, пока что в Подмосковье у нас есть только 2 контейнера для общих отходов и для перерабатываемых. Ну, как минимум на 2 части тоже уже можно было бы мусор делить.
Друзья, интересно ваше мнение по концепции использования этих двух раковин. У меня есть следующее предположение. Первое, для него, для нее. Второе, для кошерной пищи. Здесь мясо, там молочные продукты. Третье, например, в одной моем посуду, во второй, например, там продукты и так далее. Или предложите вашу версию. Посудомойки нет, что ли? Есть, обязательно. Все, вот посудомойка. Третий вариант исключается? Нет, ну иногда, знаешь, надо сполоснуть что-то. Вот у тебя есть там кружка одна. Ты же не будешь ради этого посудомойку загружать. А если это твоя любимая кружка, из которой ты там все время кофе пьешь? Для этого у меня есть 2 комплекта. Ну хорошо, ладно, у тебя противень, например, большой, или большая огромная кастрюля. Тоже удобно вот в такой раковине ее там сполоснуть. Столешница из кварца от компании Quartz Forms. Ну, прям такая хорошая, надежная и элегантная, не очень толстая. Друзья, эта кухня максимально насыщена кухонной техникой. Я такого количества различных предметов даже нигде не видел. Вот, про некоторые вещи я даже и не знал. Давайте начнем и посмотрим каждую из них. Во-первых, холодильник. Впечатляющий. Компания Haier, пожалуйста, вот сразу раскрыл 2 створки, и все видно, у тебя все в одном месте. Кстати, очень удобно, потому что холодильник side-by-side, получается, что одна часть холодильник, другая морозилка, и ты в холодильнике придется тебе как бы нагибаться. Морозилкой ты пользуешься реже, и она должна быть, находиться внизу. Значит, вот такая вот камера, я так предполагаю, нулевая камера так называемая, ну и полноценный морозильный шкаф, о, какой! Тоже очень интересные всякие темы придумывают каждый раз. Вот такие лоточки, такие. То есть можно очень много всего здесь разместить. Дальше идем. Ну, микроволновая печь, очевидно. Кофемашина встроенная, да. И подогреватель для тарелок. Тоже у меня был выпуск, где спрашивали, а зачем нужен подогреватель для тарелок? Друзья, если у вас вот так вот будет здесь 9 человек, и вы готовите какое-то блюдо, оно же очень быстро остынет, вы не успеете его просто поставить. Для этого берем горячие тарелки, разложили, и блюда не так быстро остывают. Всем сервировали практически одновременно, и блюда остаются теплыми. На самом деле есть блюдо, например, не знаю, стейк, он очень быстро остывает, да, и его нужно есть прям очень горячим. Поэтому в этом случае теплые тарелки незаменимы. Так, идем дальше. Вот эта штука называется йогуртница. Готовить свежий собственный йогурт. Соковыжималка для цитрусовых одна. Соковыжималка для там всяких яблок вторая. Знаете, разные соковыжималки бывают. Огромное количество вот этих всех предметов для готовки. Сделано компанией Gefo, расшифровывается как Gebrüder Funke, братья Функе. Вот. И действительно все очень качественное, то, что для людей, которые любят готовить. И это и отличает этот дом под тапочки. Да, это даже уже не под тапочки, он максимально полностью вообще оснащен. То есть вам не надо думать о том, вообще, что купить, потому что все уже есть. Да? Очень много всяких предметов. Самое главное, собственник продолжает какие-то дополнительные предметы, кастрюли, сковородки. Очень много еще заказано, не пришло. То есть вы должны понимать, что заезжая в этот дом, вы получите все и даже больше от того, что вы ожидаете. Так, двигаемся дальше, друзья. Но здесь должны быть комментарии, что это такое. Вот, я, конечно, вам сейчас скажу. Но 1, 2, 3. Подумали? Это яйцеварка. Современная классная яйцеварка. Ножеточка. Точить ножи. Большой хороший гриль. Вот, понятно, что можно пожарить на улице, но если холодно, не хочется, лениво, пожалуйста, можно здесь. Большая варочная плита, она на газу. Вытяжка наклонная Bosch. Вот обратите внимание тоже детали. Кстати, мой нож, я специально взял его, чтобы протестировать. Потому что вот это магнит, сделанный из массива дерева. В него уже сам магнит вставлен. Я думаю, он нормально будет держать или нет. Ребят, примыкает вообще шикарно. И таких 2 магнита здесь. Посмотрите, какое внимание к деталям. Даже такие вещи, они как бы сделаны. Или вот интересный держатель для полотенчика в таком стиле, стимпанк. Двигаемся дальше. Мультиварка, если вот как бы хотите, чтобы все заложил, кнопки нажал и все приготовилось, это вот оно. Дальше множество вот таких различных вещей, там что-то вот такое порезать. Вот это я точно знаю, что такое. Это, знаете, когда там берешь какого-нибудь тунца, и можно его там горелочкой чуть-чуть, такой запах небольшой гари делать. Это погружной блендер, множество различных тоже аксессуаров, это специи молоть.
Вот. А здесь у нас, друзья, уже идет процесс, мы его запустили чуть заранее. Давайте сейчас магией монтажа покажем, что же у нас здесь такое творится. Друзья, небольшое лирическое отступление. Вы знаете, что я себе поставил челлендж сделать 50 подтягиваний, и его успешно выполнил в августе, 8 месяцев тренировался. 50 подтягиваний, между прочим, за один подход. Вот. И для того, чтобы это сделать, я, естественно, хотел себя привести в нормальную форму. И перед тем, как я начал тренироваться, год назад, я прошел курс, называется Physical Transformation. Кстати, вам очень сильно советую. Это курс по выработке правильных пищевых привычек, ну, естественно, немножко сбросил лишний вес, лишний жир. В рамках этого курса одна из основных таких правильных пищевых привычек — это есть много белка. Много белка — это означает 120-150 грамм чистого белка в день. Это на самом деле очень много. На одной куриной грудке его столько не съешь, поэтому нужно его разбавлять различными там мясными, рыбными продуктами и так далее, и так далее. Вот. И, естественно, как бы я начал экспериментировать и попробовал мясо, которое готовится по принципу су-вид. Вот. Собственно, в одном из выпусков я вам показывал в Авроре вакууматор, и вы спрашивали, что это такое и для чего. Очень много было комментариев на этот счет. Помимо того, что этот прибор вакуумирует в упаковке и можно, например, сохранять какие-то вещи, вот, или там сделать процесс мариновки продуктов, он еще и нужен для приготовления су-вид. Вот, собственно, здесь я вам сейчас хочу продемонстрировать, как готовится мясо су-вид. Для этого есть вот еще такой прибор су-вид. Я пока взял свою кастрюльку из дома, вот, но на самом деле для этого нужна специальная емкость, она скоро тоже к этому прибору приедет. По сути, это кипятильник. Метод приготовления су-вид с французского это переводится как под вакуумом. То есть нужно вакууматор и вот такой вот кипятильник. Значит, идея в том, что поддерживается не очень высокая температура, 55-60 градусов, и мясо очень долго в нем как бы томится. Мы сейчас попробуем это сделать, нужно где-то там несколько часов. Вообще какое-то мясо готовит аж там до 96 часов, вот. Но у нас, конечно, столько времени на съемки нет. Мы попробуем там в 3-4 часа уложиться, посмотрим, что это такое. В результате такого приготовления не развариваются волокна и остается максимальное количество природных полезных веществ в мясе, остается свой естественный вкус, оно насыщается. Плюс оно не сухое и реально очень приятное на вкус. Во всяком случае, то, что я пробовал, действительно хорошо. Получится у меня или нет, не знаю. Давайте проверим. В конце выпуска протестируем результат. Так. Вообще, конечно, говядину готовить сложнее всего. Вот, и вообще приготовить ее хорошо сложно. Если будешь ее просто варить, ну, это получится просто подошва. Вот, так что попробуем как раз использовать для этого су-вид. Так, у меня уже заготовлен пакет. Вот он здесь. Так, берем кусок мяса, кладем его сюда. Слушай, давай помоем его сначала. А, надо помыть, да? Конечно. Блин, слушай, Семен. Ну, хотя бы сполоснуть, освежить, Давай. напитать чистейшей водой, чтобы она стала сочной. Ты не знал, что она впитывает воду? Что? Мясо? Да. Ну, предполагал, да. Думаешь, от этого оно такое сочное, да? Да. Кладем сюда. Так, я уже заранее запустил, вода 60 градусов, все готово. Так, но туда нужно 3 дольки чеснока, посолить, поперчить. Значит, тут в чем еще вопрос? В том, что нужно не так много специй. Причина простая. Такое мясо, оно как-то более сильно и хорошо чувствуется. Поэтому вот чуть-чуть перца, соли тоже надо не сильно много. Все, я думаю, что достаточно. Розмарин у меня еще есть. Есть розмарин для душистости и ароматности. Вот такая красота получается. Ну, покажи, что ты, ну, смотри, какая красота. А? Шикарно же. Открываем этот вакууматор. Подожди. Что? Сначала надо помешать как следует. Вот так, да? Да. Я очень сильно переживаю за результат. Первый раз Но все-таки там делаю. все будет в соку, в вакууме. Там все пропитается, не волнуйся. Ровненько. Все ровненько? Ровненько. Поехали. О, пошло. Отлично. О, прям сок идет. И есть, готово.
Теперь вот это вот все придется вот так немножко для компактности сложить. И погружаем сюда. Все, нормально, как раз. Так, пока стоит 2.40, не знаю, может быть этого маловато. Давай, знаешь, мы таймер поставим прям на максималочку, а потом просто отключим, когда нужно будет. Так, это окей. Вот это вот поставим прям 5 часов. Все, поехали. Все, отлично. Можно снимать, продолжать? Мы кофе попьем, ладно? Да, давайте. 5 часов у вас есть. Так, друзья, продолжаем с техникой, потому что мы еще не все посмотрели. Значит, еще один измельчитель. И вот отсюда не видно, еще не подключенный, это бойлер. Вот. Вы обратили внимание, что среди техники нет чайника. И неспроста, потому что эту функцию будет выполнять бойлер. У него вот здесь вот отдельный кран появится, специально под него сделано отверстие, откуда будет идти постоянно горячая вода, кипяток. Очень удобно, потому что чайник все равно, он как бы имеет какое-то время, чтобы его приготовить. Ты с утра проснулся, вот хочешь чаю, ждешь, пока он там вскипятится. Вот, тебе его надо наливать каждый раз, он шумит. В общем, бойлер все эти вопросы решает. Ты никогда не думаешь о том, чтобы его заливать. Он не шумит, потому что он там и постоянно горячая вода. Ты в любой момент по требованию получаешь кипяток. Очень удобно, себе тоже такое устанавливаю. Так, здесь еще пропустили, у нас стоит винный шкаф. Вот, сейчас, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, короче, где-то бутылок 40 сюда поместится. Так, ну, тостер. И мороженщица, ребят, свое собственное мороженое можно будет здесь делать. Какое количество кухонной техники вы здесь насчитали? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, если, конечно, вы такой счет вели. Но это еще не вся техника. Есть еще, например, заказанный шкаф для вызревания мяса. Он будет установлен не здесь, а в кладовку. Слушай, я, конечно, все понимаю. Вот про шубохранилище я знаю, что это такое снимали. А вот ящик для дозревания мяса, это что такое? Объясни. Слушай, это на самом деле очень важная штука, потому что там поддерживается определенная температура, влажность, очень быстрый воздухообмен. Особенно для говядины важно. Разрушаются мышечные волокна, мясо становится мягким, у него интенсифицируется естественный вкус. Собственно, стейки основные, они должны вызревать. Несколько лет могут они, кстати, храниться, да, там, ну или больше года точно. Вот. И получается нежнейшее мясо, при этом сочное. И когда настоящий, хороший, такой вызревший стейк ешь, он просто у тебя тает во рту. Вот так вот. Мультиварка все решает. Нет, ничего, все сварится и будет подошва. Ну и пока мы в этой точке находимся, здесь сошлись все три основные составляющие системы отопления. Это, во-первых, теплый пол. Во-вторых, вот эти вот чугунные радиаторы фирмы Caron Daisy, не отечественные. Это отечественный радиатор. И вот этот конвектор, где специально собственник заказал индивидуальную решетку для него. Ну, вообще можно было бы, наверное, и без него обойтись, но рекомендуют все-таки, если панорамные окна, то рядом с ними ставить конвекторы, чтобы они не текли, если очень сильный мороз, большая высокая влажность. Ну, и я, кстати, не против, потому что в данном случае это уже действительно элемент интерьера получился с такой решеткой. Кстати, здесь был единый подрядчик вот на все такого рода металлические решетки. И вот здесь вот интересная штучка такая, решетка лилипут, я ее назвал. Вот. Друзья, мне очень интересно ваша версия истории, как такое могло произойти, да? Для чего вот здесь такая штука появилась. Я сразу подсказку сделал, она появилась здесь по ошибке. Вот. Что за история произошла, напишите, пожалуйста, ваши версии в комментариях. А я обязательно выложу саму историю в виде короткого ролика, который я запишу и выложу на своем телеграм-канале ВДТ Алексея Аверьянова. Через какое-то время, я думаю, пара недель вам хватит для того, чтобы какие-то свои версии придумать, а потом увидите на самом деле, что здесь произошло. Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы не пропустить. Ну и пару слов про напольное покрытие. Это паркетная доска Kers. Австрийская фирма, очень старая, делает интересные и качественные материалы. Дорогая доска, подчеркивает как раз вот этот стиль состаренного дерева. Это, наверное, вообще самое премиальное, что может быть с точки зрения напольного покрытия. Кстати, Тём, представляешь, они еще закупили оригинальное масло. И после того, как закончат ходить здесь подрядчики, там всякие блогеры с операторами, да, они еще раз это все покроют, чтобы было вообще вот прям девственно чистое и новое. Очень круто. Молодцы. Во, видишь, какой подход.
Друзья, вы как заметили, в этом доме очень много состаренной мебели. Я в этом не очень хорошо разбираюсь, поэтому я позвал Кирилла, специалиста как раз по таким прекрасным изделиям. Кирилл, привет. Привет. Да, давай, я хочу вот погрузиться и понять вообще, как происходит процесс создания вот похожей мебели. То есть я так понимаю, что это берется какое-то там действительно старое дерево. В общем, все сам расскажи. Да, это абсолютно так и есть. Это все, что ты здесь видишь, это все старое дерево. Настоящее старое дерево, за которым мы охотимся, очень бывает его сложно поймать, То есть такой найти. вудхантинг, да? Да, это вудхантинг. На самом деле мы ездим по России. То есть есть такой термин? Он сегодня появился. Отлично, Да, и всё. мы будем его использовать. Слушай, мы путешествуем, ездим, выискиваем всякие классные места, где что-то можно взять, что-то купить, перекупить. В общем, это целая философия, целая история, и вот это настоящее старое дерево. Ему более 100 лет, и, соответственно, если 100 лет оно жило, то оно еще и 200 будет жить, и в таком именно виде, в обработанном. То есть все эти дефекты, что ты тут видишь, это все вручную обрабатывается, очень тщательно, никаких занос, То есть ничего. настоящие натуральные дефекты, да? И они создают этот самый стиль неповторимый. Как происходит процесс вот этого вудхантинга, да? То есть есть какие-то поставщики, или вы сами прям выискиваете? Слушай, ну поскольку мы уже более 5 лет этим занимаемся, естественно, есть уже какие-то свои источники. Вот, То есть ребята знают, что вам надо, да, типа? что уже надо позвонить, и как бы можно подъехать. И каждый раз индивидуальный? Каждый раз. Вот это, допустим, вот ты здесь видишь, Да, это старый подоконник. Он был взят при реставрации особняка Харитоненко, где когда-то жил посол Великобритании. Ого. То есть это в реальном здании при реставрации Да. что-то вот вытаскивали, Нам, сказали, это хлам нам не нужно. И да, вот вы это типа всё на помойку, забираете, да? И нам позвонили, сказали, и мы такие, вау, конечно, это нужно взять, потому что это бесценные вещи для нас. Понятно. То есть у вас какой-то есть склад такого дерева, Да. и дальше вы уже как бы, думаете, в какое изделие это можно применить. Да, абсолютно так. А предметы мебели вы именно делаете только под заказ или делаете, что называется, там, в склад, чтобы потом продавать как готовые? Слушай, сейчас делаем на заказ, потому что пока в массы, немногие это понимают, но с каждым годом люди все больше и больше начинают вкушать. Потому что это, на самом деле, это очень недешево. Даже чтобы просто заполучить этот материал, это не просто ты поехал в магазин, купил там готовые щиты дуба красивые, допустим, нет. То есть, чтобы это сделать, это нужно массу усилий приложить. И, наверное, каких-то оборотных средств, Я чтобы, в конечно, принципе, конечно. закупить, хранить. Конечно, там, конечно. Супер. Слушай, про лавочку расскажи, пожалуйста. Лавочка – это массив дуба, что очень прикольно, что это цельный массив. 42 на 42 сантиметра. Она изначально весила килограмм 500 где-то. Да, и нам пришлось ее изнутри опустошить. То есть мы ее опустошали сделали полы бензопилой. ее там, да? Да, Ага. чуть-чуть. Снизу? Да, и она сейчас она весит килограмм 300, может. 10 человек ее затаскивали сюда, и это было, Представляю. конечно, То есть очень это эпично. уже так на века здесь. Вот Всё как это оно на здесь века. останется, Да, никогда да, не да, меняется. А абсолютно. где вы взяли это вот дерево? Слушай, это кусок дерева с ботанического сада. В смысле, в Москве который? В Москве, которая, находится, да. Лет 7 назад, когда Ураганы. ураганы были, очень много чего попадало. И тоже вот... То есть вам говорят, слушайте, у нас дерево упало, да? Не, там я знал человека, да, и уже у меня был какой-то контакт, какая-то связь, и вот очень подфартило, повезло. Потому что, опять же, это, конечно, уникальная вещь, такую вы просто не заполучите. Да? Это факт. А еще в этом доме очень интересные кровати, 4 штуки, все тоже из старого дерева. Да. Расскажи, пожалуйста, их историю, откуда это дерево Слушай, взялось? очень интересные кровати. Они, значит, были взяты при реставрации Кремля. Нашему другу удалось, когда он там работал, это все дело выцепить. То есть тоже, казалось бы, эти стволы там никому не нужны. То есть их бы вообще, в принципе, может быть, даже на помойку вывезли. А люди так и выкидывают. Ага, Зачем мы сейчас старое дерево, ветхое, уже плохое, там трещины какие-то, оно уже все негодное. А на самом деле оно очень годное. И когда ты правильно его обрабатываешь, что эффект сногсшибательный. Каждая кровать, опять же, уникальна, да, и на века сделана. То есть если появится какая-то трещина, то только придаст крутости изделию и какого-то своего шарма. Так, друзья, вы теперь знаете, кому можно сбагрить какое-нибудь очень старое дерево. Пожалуйста, к Кириллу, контакты будут в описании, там же можно посмотреть и заказать себе какую-нибудь старую мебель. Друзья, продолжим обзор. Несколько слов про саму веранду. Изначально вообще это планировалось с открытой террасой, но с навесом, соответственно, балконом второго этажа. В дальнейшем собственник решил, давайте, чтобы от ветра загородиться, остеклим ее.
потом, давайте еще и от солнца оградимся и сделаем жалюзи, причем деревянные, очень дорогие, компании Enzo. И получилась вот такая вот уютная веранда, которую на летнее время можно открыть здесь двери, и как будто бы на улице, можно выйти на открытую террасу с той стороны, и вот здесь как раз место для тусовок, но опять же в теплое время года, потому что здесь холодно, отопления здесь нет. Жаровня, вот такая вот барбекю-зона, скажем так, тоже можно много всего приготовить. Совмещенный, кстати, дымоход вместе с камином, то есть все в единой шахте, очень удобно удалось расположить. Интересные такие вот крючки. Вот тут различные аксессуары, фартук, например. О, слушай, что же мы не догадались, надо было надеть фартук-то. Ну, нужно было место здесь сделать. Да, но здесь же не сувид. Вот, и различные вот такие вот огнезащитные перчатки. Все новенькое, тоже фирмы Bifu. В общем, оснащение по полной программе. Раковина, такие вот аксессуары для жаровни. Много полезной площади для разделки, сервировки. И вот такая лаунж-зона, 2 кресла, 1 диванчик. Собственно, понятно, для чего можно его использовать. Газовый гриль. Сейчас давайте проверим, что это такое. Интересно. Бренд Burn Hard. Гори жестко. О! Вот такой вот агрегат. Вообще полная комплектация. Так понимаю, вот сюда, собственно, устанавливается газовый баллон, который надо достаточно долгое время. Ну и вот он мобильный, можно его выкатить и на улице жарить, можно здесь открыть окно. В общем, классная штука. Стоил он, кстати, 230 тысяч. И, насколько я понимаю, вот все вот так вот еще делается. То есть тут какая-то рабочая поверхность появляется. Тут вот так вот все устанавливается. Здесь еще дополнительно что-то можно жарить или подогревать. В общем, для настоящих эстетов, которые любят вот эту готовку, все есть. И кухня, и барбекю-зона. Друзья, конечно же, вы не могли не заметить то, что за окном где-то видны многоквартирные дома. Это неудивительно. Мы в 12 километрах от МКАД всего-навсего, поэтому здесь кипит жизнь. Вот. Но для того, чтобы через какое-то время это все закрылось, а летом здесь, конечно, уже полная зелень, практически ничего не видно, но дополнительно собственник высадил еще в 4 ряда 60 елей, которые постепенно подрастут и вообще перекроют весь этот вид. Так что все задумано, конечно, немножко надо будет подождать. А отсюда мы сразу переместимся в кабинет. И вот мы оказались в кабинете, который расположен на 1-м этаже, прямо рядом с входом. То есть, если вдруг нужно встречать гостей, то легко они прошли, разделись и сразу в кабинет, не проходя в основную жилую часть дома. Посмотрите, какой стол. Сделан в США компанией Ironclad Vintage Industrial, собственно, та, которая производит вот такую винтажную мебель. То же самое вот этот интересный журнальный столик. То есть это, по сути, тоже кусок старого дерева, вот, ну и дальше уже какой-то металл с стеклом. Классический кабинетный диван Chester. Ну, Chester — это не название компании, это, в принципе, разновидность вот такого дивана. Как раз очень часто его и ставят в кабинете. Из интересного то, что здесь в кабинете прямо рядом со столом находится еще одна вызывная панель домофона. Как раз если вдруг прием и ждешь там гостя к себе на деловую встречу, услышал, что он идет, открыл ему здесь и сразу он сюда проходит. Очень удобно. Тот самый выход на террасу, который мы видели снаружи, за этой стеклянной дверью. Как раз когда там виноград зарастет, будет даже очень уютно, и из соседнего дома ничего не видно будет. Так, немножко расскажу вам про двери. Все они из массива дуба во всем доме. Высокие. Сделано российской компанией Belora Wood, так что двери отечественные. Фурнитура итальянская Fimit, которая по всему дому здесь используется. Интересная геометрия полотна. Благородная текстура натурального дуба, отделка на основе натуральных масел и восков, имитация заклепок. В общем, очень хорошо эти двери вписываются в этот интерьер, прям удачно подобраны. Так, переходим в гостевую спальню. Центральное место занимает кровать, сделанная как раз из старого дерева, то самое из кремлевских стен, которое сюда приехало. Настоящее, получается, настоящее произведение искусства, даже в гостевой спальне, между прочим. Напротив небольшой телевизор, выход на террасу свой собственный, то есть можно пройти либо в гостиную, либо дальше спуститься на участок, что тоже очень удобно.
Здесь в доме нет центрального увлажнения, и это, в принципе, в доме из клееного бруса оказалось сделать невозможно. Поэтому используются напольные увлажнители, они стоят там в каждой комнате, Xiaomi на 5 литров. Вот, конечно, это неудобно, приходится заливать. Тем не менее, в зимнее время это очень важно, особенно для деревянного дома, поддерживать определенный уровень влажности, чтобы сильно не трескалось дерево. Эта спальня еще не полностью обустроена, еще едут тумбочки, шкафчик, дополнительно письменный стол. В общем, все это можно увидеть на визуализации. Кстати, здесь подход был такой, чтобы все спланировать на визуализации так, чтобы это было потом воплощено в жизнь. Это такой же подход и у меня. Я хочу все заранее в доме спланировать, и чтобы там на 95% все было воплощено как на картинке, так и в жизни. Очень правильный, кстати, подход. Как я уже говорил, дом строился для себя, и, естественно, все оснащение этого дома тоже заказывал для себя. Вообще старались выбирать лучшее из того, что есть в мире. И посмотрите, какое внимание к деталям, даже просто вот на примере этого гостевого санузла, которому, кстати, не часто уделяют столько внимания. Вот эти все аксессуары, раковина, посмотрите какая, то есть полноценный камень, в котором внутри выпилили определенный объем. То есть это индивидуальная раковина, второй такой просто не будет. Вообще в деревянном доме очень сложно делать санузлы, потому что у тебя есть основной стеновой материал, это дерево, да, а внутри все равно должен быть керамогранит или плитка, да, потому что это влажная зона, и тут никак без этого не обойтись. И вот этот вопрос совмещения этих моментов дерева, да, и камня, вот, он всегда является таким камнем преткновения для многих дизайнеров. Вот здесь это получилось сделать просто шикарно, все стыки, все очень супер классно сделано. Даже вот это обрамление арки, которое сделано из массива дерева, то есть можно было бы это все проще фальш-панели, но это целая массивная древесина по всему контуру. Она является как бы разделяющим пространство на душевую часть, да, и основную. Просторная душевая, встроенный в пол трап. Вот, все, что необходимо для мытья, но еще, посмотрите, интересный аксессуар. Чтобы уборщице потом легче было мыть вот эти окна, да, чтобы не оставался налет на них. После того, как помылся, можно вот эту всю воду согнать. Вот. На самом деле, если не приходит какая-то уборщица, а хозяйка, например, сама убирает, то она, конечно, может составить членов семьи после себя вот таким образом проходиться по стеклам, их потом мыть вообще очень просто. Интересная, кстати, деталь, в каждом санузле она есть. Так, еще большое зеркало, оно, кстати, с подсветкой где-то вот здесь вот. О, все, включилось. Плюс зеркало, где можно рассмотреть свою каждую морщинку. Еще это зеркало, кстати, с подогревом. Вот, то есть это очень важно, чтобы оно не запотевало. Кстати, деталь, про которую я не задумывался. И очень часто в санузлах зеркала после активного и обильного принятия душа, они все запотевают. Здесь сделан подогрев, поэтому этой проблемы не будет. И посмотрите тоже как бы внимательно на аксессуары, которые закупил собственник. Это последней модели фен Dyson с кучей всяких насадок. Я даже не представляю. Вот, раз, два, три, 4, 5, 6. Даже половину не знаю, как этим пользоваться. Но очень круто. Это в каждом санузле, кстати, все установлено. Стоимость комплекта, между прочим, 50 тысяч рублей. И вот так вот везде по мелочам, десятки, сотни тысяч рублей, но все это складывается в кругленькую сумму. И это, кстати, отличает дом под тапочки от дома под ключ. Там колоссальная разница именно вот на все эти необходимые вещи, которые здесь просто будущему собственнику покупать не придется. Так, и немножко технических еще помещений. Здесь кладовая комната, которая является проходной. Я вам ее всю показывать не буду, потому что здесь небольшой творческий беспорядок. Но вот с этой части можно посмотреть, как устроена система очистки воды. И умягчается вода, и обезжелезивается. Контейнер для соли, соответственно. Так что в доме чистейшая вода. Кстати, это одна из проблем, которую я сейчас чуть позже вам расскажу, в чем проблема этой суперчистой воды. Так, здесь постирочная, стиральная, сушильная машина. Бельепровод, который приходит со второго этажа. Наше очень излюбленное решение, которое мы часто применяем в доме. Если на первом этаже постирочная, в основном все белье формируется на втором этаже, чтобы его не таскать, скидывается через бельепровод. Ставится сюда корзина для белья, ну и, соответственно, оно сюда магическим образом попадает. Еще, кстати, закуплена гладильная система, очень удобная Laura Star. 190 тысяч она стоит, еще просто не приехала. Поэтому будет установлено и будет удобно очень гладить белье. Здесь слаботочный шкаф, система пожарной, охранной сигнализации, интернет, Wi-Fi, все, что с этим связано. Видеонаблюдение в том числе. Так, ну и давайте пройдем в котельную.
Котельная небольшая, со своим собственным выходом на улицу, обязательное требование, обязательно, чтобы было окно. Большой полноценный котел Buderus. Вся обвязка сделана на меди, импортное оборудование. Инженерка, кстати, сейчас очень сильно выросла. И, в принципе, сейчас собрать вот это все стоит процентов на 30-50 дороже. Плюс еще какое-то время нужно ждать, потому что это уже параллельный импорт, а не прямые поставки. Это вот единственный пластик, который, по сути, есть в доме. Вся остальная обвязка, как я сказал, на меди. Я обращаю ваше внимание на вот эту интересную кнопку. Здесь вообще в будущем будет расположен модуль автоматизации. В чем проблема суперчистой воды? Ей неправильно поливать газон, растения, потому что она для них мертвая. Там не содержится то необходимое количество полезных веществ, которые есть в воде. Ну и плюс это, конечно, определенный ресурс самих фильтров, которые на это тратятся. Просто ты в землю чистую воду выливаешь. Поэтому сделан переключатель, чтобы в ночное время его, например, переключить. И вода в обход фильтров пойдет в специальную емкость, которая находится на улице и будет использоваться для полива. А в будущем можно будет эту кнопку не переключать, появится автоматика, и просто в ночное время емкость заполняется уже тоже в обход фильтра. И из техники, на что я тоже не часто обращаю внимание, это, собственно, насос, который увеличивает давление в системе. Дом достаточно большой, да, и для того, чтобы живенько текла вода в каждом уголке этого дома, нужно поддерживать хорошее давление в системе. Вот для этого нужен такой агрегат. И последний закуток, который у нас остался на первом этаже, это библиотека. Мне кажется, это очень удачное использование пространства. Те же самые полки из старого дерева. Можно расставить огромное количество книг. И, кстати, вот оружейный сейф, например. Если вдруг есть охотники, шале, мне кажется, как раз очень даже для охотников подходит. В Новогорске мы видели, там была целая оружейная комната, да, а для охотников по скромнению вот такой оружейный сейф. Кстати, в этом доме 3 сейфа. Мы все показывать не будем, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, где бы вы расположили другие 2. Один нужен для украшений, второй для, например, документов важных. А так вообще большие ценности и деньги наличные лучше дома не хранить. Так, ну что, друзья, пора идти на второй этаж, и сделаем мы это по прекрасной лестнице. Ступени из дуба. Ну, здесь уже искусственно его попытались состарить, но тем не менее все это в единой концепции. Перила — это как раз состаренное дерево. Огорожено стеклом, что придает определенной современности этому интерьеру, но не так сильно бросается в глаза. За счет перил, это, кстати, очень удобно, потому что очень многие говорят, что просто ограждение, ну вот я ролики размещаю, где просто ограждение из стекла, нет никаких перил. Ну, действительно, это все и само стекло ляпается, и держаться неудобно. Вот здесь за счет этих перил и фундаментальность конструкции вообще ничего не шатается, все очень надежно. Стекло триплекс очень толстое, надежное, тоже не разобьется. Кстати, много света за счет этого окна, которое выходит на улицу. Планировка второго этажа очень логичная. Этот дом предназначен для семьи с 2 детьми, ну, если не использовать, например, для 3-го ребенка комнату гостевую. И здесь получается блок один, соответственно, детский с 2 спальнями, и один блок родительский, мастер-спальня. Давайте начнем с детского блока. Это первая комната, но на самом деле комнаты абсолютно равнозначные. Более того, даже по плану БТИ они ровно 28,82 квадратных метра. То есть они одинаковые до квадратного сантиметра. Это очень круто, потому что дети не должны спорить, у них должны быть абсолютно одинаковые комнаты. Они даже обставлены одинаково. Здесь очень комфортно, просторно. У каждой из комнат есть выход на балкон. Балкон общий, соединяется. Можно друг к другу ходить через него или встречаться там 2 детям и играть там. На самом деле балкон предназначен только для детей, потому что другие члены семьи могут пройти сюда только через детские комнаты. Поэтому я думаю, что это очень крутое преимущество, и детям очень-очень понравится. Здесь стоит такая же кровать, как мы уже видели, тоже из кремлевского дерева. Кстати, мне вот такой подход напомнил одну строительную компанию швейцарскую, которая несколько лет назад приезжала, и они продают особые супер уникальные дома. Что они делают? Они ездят по различным старым деревням, по Альпам, по горным каким-то населенным пунктам и собирают там старые дома, которые под разбор, которым, не знаю, 50-100 лет, берут из них это дерево и соответствующим образом обрабатывают и создают из этого старого дерева современные дома. Стоимость была, кстати, постройки 10 тысяч евро за квадратный метр. Просто фантастическая, потому что действительно штучный экземпляр, ну и там много квадратных метров такого материала не сделаешь. Не знаю, получилось ли построить такой хотя бы один дом в России, но во всяком
всяком случае, компания пыталась выйти на российский рынок. Так, что здесь из особенностей? Может быть, вы обратили внимание, конечно, на радиатор отечественный, вот, но он здесь как раз будет закрыт столом, который сюда еще придет, его видно не будет, поэтому не стали делать декоративный радиатор, ну, жалко было бы потом скрывать эту красоту. Напротив кровати телевизор, вот здесь вот такая тумбочка, которая, ну, как некое логичное продолжение подоконника, можно еще дополнительно подушки разложить и сделать из этого еще и сидушку. Шкаф тоже из массива дерева компании Мунзана, которая делала кухню. Кстати, обращу внимание, что все кровати заправлены, то есть уже с постельным бельем. Везде используется и одеяло, очень хорошие качественные подушки. А самое главное, что для каждой кровати есть второй комплект постельного белья, абсолютно такой же. То есть один идет в стирку, а вторым, соответственно, можно в это время пользоваться. Очень, кстати, удобно. Настоящий дом под тапочки именно с таким подходом и должен быть. А еще самое интересное, есть второй вариант штор. Так, сейчас я покажу. Вот здесь. Есть шторы, которые полный блэкаут и неполный блэкаут. Тоже на выбор будущего собственника. Здесь ночник в виде земли, а в соседней комнате сейчас увидите в виде чего. Очень удобно, кстати, с таким ночником ребенку засыпать, не так страшно. Так, друзья, двигаемся в соседнюю комнату. Как я обещал, вам абсолютно симметричная. Единственное отличие — это как раз вот этот ночник. Здесь он в виде луны. Очень, кстати, символично. Так, ну а здесь мы выйдем на балкон и посмотрим, что он из себя представляет. Балкон просто огромный, будет раздолье детям. Мы по-быстренькому сейчас сняли чехлы. На самом деле вся уличная мебель находится в чехлах на зимнее время. Но опять же, даже зимой вот раз снял чехольчик, посидел на креслице и обратно надел его. Полный комплект уличной мебели. Диванчик, кресло, стол, шезлонги. Есть, кстати, маркиза. На втором этаже она выходит аж на 10 сантиметров дальше уровня балкона. То есть, несмотря на то, что достаточно высокий свес кровли, но она еще дальше выходит. То есть давайте посмотрим, как она работает. Та-дам, та-дам. Слушай, смотри-ка, и правда. Ну. То есть полностью будешь закрыт от осадков. Очень здорово. Ну, собственно, мы уже публиковали видео с такими выдвижными маркизами. Вот. Но первый раз я вижу маркизу именно на втором этаже. То есть здесь позаботились даже о комфорте детей, которые здесь будут проживать. Очень здорово. Ну что, давайте закроем обратно. Друзья, я представляю, каким авторитетом будут пользоваться дети, когда они будут сюда приглашать своих одноклассников в гости. Ну, собственно, лежаки, чтобы наслаждаться солнышком. Дополнительно еще зонтик для того, чтобы закрыть от осадков эту часть балкона. И вот эта интересная деталь. Друзья, здесь находится вот такая вот калитка, фактически в никуда. Вот. Но это не ошибка проектировщика, это специально так задумано. Интересно, догадаетесь вы, для чего архитектор здесь заложил такую калитку? Напишите, пожалуйста, в комментариях, а чуть позже в выпуске я обязательно расскажу, для чего она нужна. Между двумя детскими находится еще одна комнатка. Это гардеробная с большим окном. И получается четкое разделение. Одна половинка для одной спальни, вторая половинка для другой спальни. Личные вещи можно какие-то разложить по комнатам в шкафы. А эту комнату уже использовать для каких-то более редких вещей. Но на самом деле у детей столько вещей обычно не бывает, поэтому какая-то часть родительских вещей, скорее всего, сюда и переедет. Так, двигаемся дальше. Так, друзья, и пока мы на втором этаже находимся, расскажу вам про интересное устройство перекрытий этажа. Дело в том, что они деревянные, но они сделаны особым образом. Лаги перекрытия, они расположены в шахматном порядке. То есть есть верхние лаги и нижние лаги. Они друг с другом не соприкасаются. Нижние лаги существуют для того, чтобы к ним делать подшивку потолка, а верхние, соответственно, обустройство пола второго этажа. И это как раз помогает избавиться от так называемого ударного шума, то есть шум при ходьбе. Вот. Ну, я сейчас в обуви нахожусь, а так, на самом деле, когда босиком даже ходишь, в деревянном доме часто слышно снизу, что наверху кто-то ходит. Здесь эту проблему устранили полностью. Это, кстати, одно из возражений для тех, кто планирует жить в деревянном доме, потому что в нем невозможно сделать бетонные перекрытия. Естественно, вот этот ударный шум, он распространяется. В отличие, например, от воздушного шума, например, когда смотришь телевизор или громко разговариваешь, эту проблему в деревянном доме легко решить за счет пирога перекрытия. Но здесь справились и с ударным шумом тоже. Очень круто.
Так, давайте посмотрим общий санузел. Он, кстати, раздельный. К нему ведет небольшой коридорчик. Здесь различные системы хранения. Кстати, тоже сделанные из старого дерева. Множество полочек, на которые можно расположить. Два абсолютно одинаковых шкафа. Вот и вот. И сам санузел раздельный, тоже состоящий из двух частей. Первая часть состоит из раковины и унитаза. И вторая часть — это, собственно, сама ванная комната с ванной и еще одной раковиной. Очень удобно, поскольку один санузел на 2 детские комнаты, дети будут меньше в санузле пересекаться. Очень здорово. И здесь, кстати, находится белепровод, то есть вот лючок открывается и туда сбрасывается белье, которое попадает на первый этаж. И изюминка этого дома — мастер-спальня. Смотрите, какое классное пространство. Обратите внимание на высоту потолков. Здесь как раз сходится конек. В коньке здесь 4,2 метра. Вот, просто потрясающее ощущение от этой мастер-спальни. Огромная кровать. Все из того же нашего уже любимого старого дерева из Кремля. Вот, здесь у собственника было особое требование, чтобы была некая ниша, да, в которой, собственно, и находится голова. Не знаю, некое ощущение безопасности, что ли. Вот, поэтому сделали вот такое вот интересное решение в виде балки. Она состоит из 2 частей. Вообще изначально хотели полностью сделать клееную балку, но просто станки больше 600 миллиметров не клеют балки, а здесь высота чуть больше. Поэтому пришлось ее составить из 2 частей. Но, если честно, я изначально подумал, что это цельный кусок дерева вообще. Ну, понятно, что клееный, да, но все-таки как бы единый кусок. Ну и плюс потом, как его сюда доставлять, она бы весила просто несколько тонн, наверное. Так, что из примечательного? С 2 сторон кровати располагаются небольшие тумбочки и шкафы, встроенные в изголовье выключатели с розетками, выводы под акустику проводную, то есть можно будет повесить сюда колонки. С этой стороны небольшой диванчик. На полу ковер из индийского шелка, вообще шикарно выполнен. Нет, уже не из индийского шелка. Ты прошелся в обуви, и теперь это просто ковер. Артем, ну ты же знаешь, у меня специальная обувь для съемок, войлочная подошва, клееная, вообще все подготовка, можно даже по индийскому шелку ходить. Одна из особенностей инженерии этого дома — это то, что везде встроенные розетки. Для деревянного дома это просто фантастика, то, что здесь сделано. Например, в том же Пагано, это итальянская фабрика деревянных фахверковых домов, там получается, что вся электрика, она проходит в простенках. Да? Например, Хонка старается делать электрику в перерубах. Это ограничивает возможности по установке розеток там, где ты хочешь, и выключателей. Вот. Но зато можно локально сделать выпилы на месте. Здесь же изначально вместе с дизайн-проектом продумали полностью расположение всех выключателей, всех розеток, создали 3D-модель и дальше на производстве уже пропилили все необходимые каналы для проводки. И получается, что никакой внешней проводки, и установлены розетки, выключатели там, где нужно. Это колоссальная работа, на самом деле. Как шутил собственник, на объект привезли целую машину чертежей. Вот, и я думаю, что он недалек от истины. И это, на самом деле, тот подход, который я пропагандирую и хочу использовать в своем доме. То есть сначала 7 раз отмерить, все хорошо продумать, и дальше уже построить дом по проекту без изменений. Так, ну, здесь есть также выход на балкон, уже на другую сторону, на сторону поселка. И как раз можно закрыть гештальт об утренней чашечке кофе на своем собственном балконе. Здесь находится гардеробная с будуаром, и она является проходной и ведет в хозяйский санузел. В хозяйском санузле уже не ванна, а душ. Очень просторный тоже, как на первом этаже, очень светлый, тоже скребочек обязательно. И 2 раковины, еще больше зеркала, фен Dyson, в общем, мы все уже видели. И дополнительно небольшое окошечко для того, чтобы сюда попадал естественный свет. Итак, дополнительное строение 81 квадратный метр. Оно из себя представляет гараж на одно машинное место на первом этаже. Туда еще можно поставить 2 квадроцикла. То есть там достаточная ширина. Там будет установлена мойка.
Вот. И плюс какое-то место типа верстака, такая мастерская для инструментов и так далее, как хозяйственный блок, скажем так. Туда сейчас не попадем, потому что, как обычно это бывает, при строительстве нового дома гараж в конечном итоге становится складом вот этих вот оставшихся там материалов, краски там и так далее. Ну, когда новый собственник сюда уже заедет, естественно, все это вычищается, и можно будет полноценно им пользоваться. Вот эта лесенка ведет на второй этаж, где расположен гостевой блок. Он находится над гаражом, и обязательно вам потом его покажу. Но сначала ответ на загадку. Пойдемте. Вот, собственно, та самая калитка, о которой я вас спрашивал. Вот, и это интересная задумка собственника. Вот, но прежде чем про нее рассказать, ребят, смотрите, что я приобрел. Вот, это камера, которая снимает в режиме 360 градусов. Я буду ее использовать для съемок детского нашего блога 2-3. Кстати, канал скоро запускается, поэтому можете зайти и подписаться. Вот. Но и для съемок дома тоже можно использовать. Она снимает картинку в 360 градусов, и на постмонтаже можно будет выбрать любой ракурс. Очень удобно. Она еще, кстати, стирает саму этот селфи-стик. То есть ты, когда на нее снимаешь, ее не видно, палки, как будто тебя оператор снимает. Так что, Артем, у нас теперь третий оператор появился в команде. Супер, супер. Хоть на чем-то сэкономим. Не, ну, кстати, с такой селфи-палкой, она, кстати, 3 метра в длину, можно какие-то кадры с квадрокоптера заменить. Например, на этом участке мы сейчас квадрокоптер использовать не будем. Вот. А я вам покажу, для чего она вообще нужна. Путь, который проходит человек, выйдя из этой калитки. Вот. Понятно, что эта концепция еще сейчас не реализована. Собственник придумал сделать следующее. Заходите сюда, сейчас покажу вам все. Собственно, вот та самая калитка. И здесь собственник придумал следующую идею. Вот, собственно, на этой березе, ребят, на высоте 5 метров предполагалось расположить детский домик. Домик на дереве. К нему доступ был бы с участка по винтовой лестнице. Вот. И второй вариант — это по навесному мостику вот через эту калитку прямо туда. Проект этого домика полностью есть, поэтому если вдруг будущий собственник решит его реализовать, то, пожалуйста, все уже продумано. Причем в 2 вариациях. Первая — это с более упрощенными материалами, вот, и стоимость его примерно 2 миллиона 300. А если повторить полностью материалы, которые используются в доме, такие же окна деревянные, такая же натуральная черепица, то это уже получится где-то в районе 5 миллионов рублей. Да, цена не маленькая, но представляете, какое классное пространство для детей. Так, теперь задействуем мою камеру, включаем. Так, ну что у нас там, запись идет? Так, все, запись пошла. Ребенок вот отсюда вот выходит и по навесному мостику двигается и попадает вот примерно сюда. Можно отсюда посмотреть, какой обзор. Шикарно, правда? Ну, прежде чем мы на 2-й этаж поднимемся, давайте я еще вам покажу, что находится в задней части этого дополнительного строения. О, ребят, чуть не забыл. Конечно же, у нас запустился уже сервис по элитной недвижимости Home Hunter. Обязательно им пользуйтесь. На текущий момент мы уже подходим к базе данных аж 10 тысяч объектов элитной недвижимости по Москве и Московской области. И в ближайшее время, я думаю, что это станет самой большой базой данных объектов элитной недвижимости. У нас максимальные характеристики всех объектов, поэтому можно настраивать различные самые редкие фильтры. Например, в Подмосковье не так много домов в стиле шале, но на этом сайте вы можете видеть их все. По фильтру ссылка будет обязательно в описании. Также можете посмотреть все деревянные дома в Подмосковье или, например, дома с участками, где растут лесные крупные деревья. Так что, друзья, пользуйтесь обязательно. Очень полезный ресурс, а самое главное, нет дублей и очень классно структурированная информация. Заходите по ссылочке. Слушай, а домики на дереве там есть элитные? Блин, это хорошая идея, кстати. Можно сделать такой раздел с домами на дереве. Прекрасно, отличная идея. Но я, кстати, их таких-то и не встречал особо. То есть надо сначала, чтобы они появились в базе, и тогда обязательно такая характеристика будет добавлена на сайт, и можно будет фильтровать по этому запросу. Так что все для тебя, Артем. Спасибо. Ну и наконец-то давайте пойдем и посмотрим, что там у нас за домом. Вот так вот, друзья, в каждый уголок заглядываем обязательно, чтобы ничего не пропустить. Здесь у нас баки для воды, которые наполняются. Помните, я вам в котельной об этом рассказывал. И дровница.
Друзья, на самом деле, если у вас есть камин, вот такой очаг, вот, то обязательно, конечно, надо предположить, где у вас будут храниться дрова, потому что они нужны в достаточно большом количестве, если вы этим активно пользуетесь. Здесь шикарный дровник с крышей, то есть все дрова будут сухие всегда, вот, ну и достаточно значительный запас дров. Все, а теперь двигаемся наверх на второй этаж. Кстати, обратите внимание, что лестница находится на улице, но при этом она закрыта этим свесом кровли. То есть всегда здесь будет сухо и не будет лить дождь. Так, заходим. Друзья, у меня на самом деле не поворачивается назвать это зоной обслуживающего персонала, потому что здесь собственник, в принципе, предполагал это именно как гостевой блок, а вообще предполагал, что здесь его родители будут жить, вот, как просто отдельный какой-то домик. Вот. Вы уж позвольте, я как бы свои ботиночки съемочные не взял, вот, но поскольку это индийский шелковый ковер, не могу в обуви ходить. Небольшая гостиная комната, столик, телевизор, барная стойка. Вот недавно барные стульчики такие пришли, вот можно друг напротив друга вот так вот сидеть. Диван, тоже он раскладной, небольшой свой санузел. Вот, вообще, в принципе, на этом блоке также не экономили, и большая часть материалов подбиралась с таким же вниманием, как и в основном доме. Здесь душевая, небольшая раковина, унитаз, все, что, собственно, и необходимо. И отдельная комната-спальня. Ты в шапке хочешь так ходить, да? Да? А что? Ну, погреться можно, Артем? Да, да. Спасибо. Вот такая интересная комнатка, рабочий стол, небольшой холодильничек, также телевизор. Кровать, кстати, вот очень интересно, посмотрите, какой высоты, да, где-то почти метр, может быть, да, ну, чуть поменьше. Как так получилось? Когда заказывали кровать, вот, предполагалась у нее некая там система хранения. Вот. И взяли под нее матрас. Обычно же предполагается, что он туда утапливается, а здесь, поскольку есть система хранения, то он кладется просто сверху. Поэтому такая вот высота получилась. Но опять же, матрас полноценный вообще, вот как в хозяйскую спальню кладут. Вот, так что будет очень удобно. И сзади небольшая такая вот гардеробная комнатка. Узенькая, но тем не менее достаточно вместительная. Как и в основных комнатах, здесь уже постель полностью заправлена. Пуховые подушечки, пуховое одеяло. Вот, все очень достойное, дорогое, а самое главное, здесь тоже 2 комплекта постельного белья. То есть, когда запачкается, это пошло в стирку и сразу можно поменять. Очень удобно. Собственно, вообще можно, конечно же, этот домик использовать и как для обслуживающего персонала. Все для этого здесь есть и отдельно расположен он. Вот. Но поскольку мы находимся в черте, где есть очень хорошая транспортная доступность, и на электричке можно попасть сюда, и очень много общественного транспорта, и очень много, соответственно, мест, откуда может обслуживающий персонал сюда легко приезжать. Вот, поэтому, в принципе, можно и рассмотреть здесь концепцию как бы приезжающего обслуживающего персонала. Кстати, меня часто спрашивают, сколько выходит обслуживание таких домов. Давайте здесь посчитаем все конкретно. За эксплуатацию в поселке нужно платить 12 тысяч рублей за месяц. Вот. Дальше, если мы говорим об обслуживающем персонале, то, например, уборщица, которая будет 2 раза в неделю приезжать по 5 тысяч рублей. Второе, это садовник, который за сезон будет приезжать примерно там от 3 до 5 раз, тоже за выезд платится в районе там 5 тысяч рублей. Дальше это уборка снега в зимнее время и стрижка газона в летнее. Это тоже примерно раз в неделю, раз в 2 недели выезд тоже 5 тысяч рублей будет стоить. Все по 5 тысяч рублей, единый тариф. Вот, на это я примерно прикидываю, там плюс-минус 1000 рублей где-то будет выходить. На отопление, кстати, будет уходить в зимний период в районе 6-8 тысяч рублей за месяц, а в летний период только на горячую воду где-то в районе 2-3. Вот. Плюс электричество, ну, тоже где-то в районе 6-8, если постоянное проживание и много членов семьи как бы пользуются домом. Итого где-то на круг, вот если все посчитать вместе с налогами, то получается около 1 000 000 рублей за год. Ну, то есть примерно можно с запасом, если ориентироваться на обслуживание котельной, еще какие-то там дополнительные моменты, где-то примерно это 100 тысяч рублей в месяц. Так, друзья, ну что, будем пробовать, что у нас тут получилось. Варилось это все на водяной бане больше 4 часов. Я не знаю, достаточно это или нет, но будем пробовать. Собственно, отключаем агрегат. Есть. Все. Вытаскиваем его. Все, он ругается, что ему мало воды. Ну, понятно, я его вытащил. Поставим сюда. Сначала надо было отключить, а потом вытащить. Точно.
Слушай, смотри, это что такое? Сок? Кровь. Это не кровь, это сок. Так. Вытаскиваем. А розмарин убираем. Он пахнет. Тём, ну тебе как самому, так сказать, Я после тебя. активному оператору. Я после тебя. Ну ладно, мое дело предложить. Ну, вкус хороший, но, наверное, все-таки 4 часа недостаточно. Надо просто тоненькими кусочками, как знаешь, этот ростбиф делать. Он, видишь, нежненький, розовенький. Вот. Но вообще оно приготовилось, то есть однозначно оно готово. Вот, я думаю, что можем попробовать. Давай, тебе. Твое здоровье. Спасибо. Так, значит. Мне кажется, вот если так вот нарезать. Надо просто потоньше резать. Во, да, я говорю, как ростбиф. И бокал красного вина. Да-да-да. И чеснок упал. Это Валерия надо. Так, Валера, Потоньше. давай. Тоненький теперь пробуем. Так. Ну, чуть-чуть посолить бы надо, да? Все-таки мало. Говорили, что надо поменьше соли. Ну, все-таки надо чуть-чуть побольше. Может быть, либо из-за того, что кусок большой. В общем, друзья, делаем вывод, что вещь достойная. Получается вкус хороший. Вот, но, наверное, просто времени мало. Надо несколько, я думаю, что может быть не 4, а 8 часов, в 2 раза больше готовить. И тогда будет это все шикарно. Но агрегат, над покупкой которого я бы сейчас очень сильно задумался. Ну, мы же без обеда, правильно? Можно хоть в конце дня. Чуть-чуть. Тём, пойдем, что покажу, посмотри. Ты видел такую красоту? Это вот Супер. закат, да? Мы точно в России? Да. Слушай, мне кажется, нам надо это финалить уже выпуск. Что-то мы уже задержались. Опять в темноту ушли. Ага. Ну ладно, сейчас камин зато разожгем, посмотрим, как он вообще работает. Да? Да. Ну ладно, все, давайте. Да, действительно в России. Друзья, собственник поделился интересными цифрами по проекту, и часть из них я хотел бы вам озвучить. Ну, во-первых, над проектированием работало аж 7 человек, это целая команда, и они работали полгода. Во-вторых, в строительстве дома принимали участие более 20 различных бригад, подрядчиков, субподрядчиков и так далее. Во время строительства потрачено 20 тысяч киловатт-часов электричества, вдумайтесь просто в это. Всего было задействовано более 100 человек по монтажу, а в пике работало 30 человек. Базовый объем домокомплекта составляет 400 метров кубических. Объем фундаментных работ по монолиту 220 кубических метров. Вообще сам дом весит больше 1000 тонн. За все время работ выписано 1200 пропусков для въезда специальной техники и грузовых машин. Посажено более 250 деревьев. И ровно 1000 дней потребовалось для того, чтобы построить этот дом. Друзья, ну что же, закончился световой день. Мы, как всегда, ушли практически в ночь. Зато есть повод зажечь камин. На самом деле мы первые, кто его испытываем, и все горит, все отлично. Действительно, на съемки ушло очень много времени. Я думаю, что это получится один из самых насыщенных выпусков. Скорее всего, будет длительность больше часа. Мне, кстати, здесь очень важно ваше мнение, насколько стоит так сильно углубляться в детали. Или делать более динамичные обзоры домов с основной информацией. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением. Традиционно этот объект продается, находится в управлении продажей нашей компании Vesco Realty. Это наш эксклюзив, поэтому если он вас заинтересовал, вы можете обратиться напрямую ко мне, запросив презентацию по адресу alex@vesco.ru. Я вам вышлю презентацию со всеми фотографиями, описанием, планировкой и актуальной на тот момент ценой. Понятно, что дом не из дешевых. Здесь максимальная комплектация вообще того, чего возможно, но дом продается по очень выгодной цене, он продается фактически по себестоимости. Сейчас такой дом создать практически невозможно, а если даже и делать это, то он выйдет точно на 50% дороже.
Поэтому для тех, кому очень важна концепция жить здесь и сейчас, это очень хороший вариант. Это был «Винтажный дом», видеоблог ВДТ. Я Алексей Аверьянов. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.